Новое обострение на Ближнем Востоке после относительного затишья. США и Саудовская Аравия ударили по иранским объектам в Ираке. В ближайшее время Иран получит партию ПВО из Китая. Недоразумение на пресс-конференции президента Турции и премьер-министра Ирака. Хотели 5 соглашений, а подписали всего 3. Новые удары по складам Wildberries теперь в Рязани. Кто будет компенсировать убытки предпринимателям? На Тайване испытали рой морских дронов с использованием искусственного интеллекта. Несмотря на увеличение добычи нефти в Венесуэле, отрасль под угрозой. Необходимы миллиарды, но желающих инвестировать в страну нет. В Японии разбирают завалы после землетрясения. Уже известно о 13 погибших. В Люблянском зоопарке дебют молодых тигрят. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Война на Ближнем Востоке снова набирает обороты. После нескольких дней относительного затишья США возобновили военную операцию. Одновременно дипломатические усилия по снижению напряженности фактически зашли в тупик. Утром 29 июля стало известно, что Иран отверг предложение Омана о совместном управлении Ормузским проливом. Тегеран заявил, что пролив должны контролировать только Иран и Оман, без участия других стран. Это снижает шансы на быстрое восстановление судоходства через один из важнейших энергетических маршрутов мира. Тем временем США и Саудовская Аравия нанесли совместные авиаудары по объектам иракских шиитских вооруженных формирований, связанных с Ираном. По версии Вашингтона и Эр-Рияда, это ответ на недавние атаки беспилотников по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии. Иракские силы народной мобилизации заявили о десятках погибших и раненых. Это первые американские удары после того, как Дональд Трамп на прошлой неделе неожиданно приостановил масштабную воздушную кампанию. Одновременно Иран сообщил, что нанес удары по кораблям в Ормузском проливе и американским базам в Иордании. США заявили, что часть ракет была перехвачена. Еще один потенциальный очаг напряженности – Красное море. По информации Reuters, йеменские хуситы рассматривают возможность взимать плату с коммерческих судов за проход через пролив Баб-эль-Мандеб. По данным источников агентства, исключения могут сделать для китайских судов после прямых переговоров между Пекином и движением хуситов. Если такие меры будут введены, под давлением окажутся сразу 2 ключевых морских маршрута мировой торговли – Ормузский пролив и Баб-эль-Мандеб. Экономика уже реагирует на новое обострение. Нефть марки Brent за сутки подорожала более чем на 3% и приблизилась к $87 за баррель. Аналитики связывают рост цен с возобновлением ударов, рисками для судоходства и неопределенностью вокруг Ормузского пролива. Дополнительную поддержку ценам оказывают ожидания, что страны ОПЕК+ могут осенью временно отказаться от дальнейшего увеличения добычи. Иран рассчитывает в ближайшие недели получить первую партию китайских переносных зенитных ракетных комплексов. Об этом со ссылкой на 3 источника сообщает Reuters. По данным агентства, речь идет о поставке от 300 до 400 переносных систем противовоздушной обороны, включая комплексы китайского производства QW-12 и FN-16. Стоимость сделки оценивается от 60 до 70 миллионов долларов. Источники Reuters утверждают, что это одна из крупнейших известных закупок Ираном средств ближней противовоздушной обороны с начала войны с США и Израилем. Конфликт выявил уязвимости в защите военных объектов и критически важной инфраструктуры страны. По информации собеседников агентства, контракт был заключен через зарегистрированную в Гонконге компанию Zhongqing Baoshang International Investment, которая выступила посредником между иранской стороной и китайским поставщиком. Официально Пекин и Тегеран информацию о сделке пока не подтверждали. Израиль вновь обвинил Иран в блокировании Ормузского пролива. По словам постпреда страны при ООН Дэнни Даннона, это сдерживает торговлю и дестабилизирует ситуацию в регионе. Иран нарушил меморандум о взаимопонимании с Соединенными Штатами и продолжает выбирать терроризм вместо переговоров. Иран продолжает блокировать Ормузский пролив и ежедневно запускает баллистические ракеты по 12 странам Ближнего Востока, останавливая торговлю, терроризируя регион и убивая американских военнослужащих и мирных жителей. Мы признательны за наше глубокое партнерство с Соединенными Штатами. Мы сражались плечом к плечу против Ирана и готовы и дальше поддерживать США в их усилиях по достижению мира и стабильности в регионе. Во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Ирака Али Аз-Заиди в Анкаре возникла неожиданная заминка. После того, как объявили о завершении церемонии подписания документов, Эрдоган остановил мероприятие. Он заявил, что произошла ошибка, потому что вместо 3 соглашений должны были подписать 5. К лидерам сразу подошли министры обеих стран. После короткого обсуждения пресс-конференция продолжилась, но новых подписаний уже не было.
Как позже сообщил Эрдоган, стороны пока не продлили соглашение по нефтепроводу Киркук-Джейхан, срок действия которого истек накануне. По его словам, Турция и Ирак планируют в ближайшее время подготовить новое соглашение о сотрудничестве в энергетике. Кроме того, Эрдоган заявил, что турецкая государственная компания ТПАО начнет работу на нефтяном месторождении Киркук, где получила 15% долю в совместном проекте с компанией БП. Украина продолжает наносить удары по российской промышленной и логистической инфраструктуре. В ночь на 29 июля одной из главных целей снова стала Рязанская область. По данным российских властей, после атаки беспилотников возникли пожары на промышленных объектах, 6 человек получили ранения. Под удар попал и сортировочный центр Wildberries. В компании сообщили, что сотрудников эвакуировали, а работу склада временно остановили. Это уже не первый удар по объектам крупнейшего российского маркетплейса. Только за последние недели были атакованы несколько складов Wildberries в разных регионах страны. По данным самой компании, повреждения получили уже 7 логистических центров, а часть складских площадей выведена из работы. Украинская сторона объясняет выбор таких целей тем, что логистическая инфраструктура, по ее мнению, используется в интересах российской армии. В Москве это отвергают и заявляют, что Wildberries не имеет отношения к военным поставкам. Еще одной целью атаки стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в России. Украинские мониторинговые каналы сообщили о пожаре на предприятии. Официального подтверждения этой информации пока нет. При этом завод уже неоднократно подвергался атакам беспилотников. После удара в мае он временно останавливал переработку нефти. После ударов по складам Wildberries российские власти обсуждают возможность поддержки крупнейшего маркетплейса страны. По данным журналистов, повреждены 7 складов, а десятки тысяч продавцов лишились товаров. Небольшие предприниматели рассказывают, что потеряли продукцию на сотни тысяч и даже миллионы рублей. Многие говорят, что компенсации пока не получили. Когда мне сказали, что горят раменские риски, то ли это шок, то ли он до сих пор продолжается, я эту ситуацию приняла, что нужно просто что-то делать. А что делать? Дальше работать. Меня это не останавливает от обязательств выплаты налогов, оплаты зарплаты сотрудникам, оплаты аренды и все, из чего это делается. Но самая главная потеря была в том, что каждый наш продукт изготавливается полностью на нашем производстве вручную. Варка, от варки до резки, до упаковки. И мне было и сейчас жаль того труда, который и время мы вложили в изготовление наборов, которые, к сожалению, сгорели. Я не рассчитываю на возмещение, чтобы потом не расстраиваться. Но, конечно, хотелось бы каких-нибудь и компенсаций хотелось, либо комиссию, чтобы снизили, да, по работе с маркетплейсами. В Кремле заявили, что вопрос помощи компании обсуждается, но решения пока нет. Рассматриваются льготные кредиты, налоговые послабления и участие Государственного банка ВТБ. В то же время российский миллиардер Олег Дерипаска ранее предупреждал, что из-за высокой долговой нагрузки государству, вероятно, придется поддерживать крупный бизнес, чтобы не допустить более широких проблем в экономике. Банкротство Wildberries уничтожит банковскую систему. Как говорится, если вы должны банку миллион, это ваши проблемы. А если миллиард, то это проблемы банка. А Wildberries должен не миллиард, а миллиарды. Вкладчикам банков советов давать не буду, все взрослые люди сами разберутся, что делать, но по-человечески им сочувствую. Wildberries уже заявила, что оценит ущерб в течение месяца, после чего определится с выплатами продавцам. После того, как Сенат США одобрил продвижение законопроекта о санкциях против России, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Fox News, где в частности почтил память сенатора Линдси Грэма, одного из авторов документа и давнего сторонника Украины. Кроме того, Зеленский отметил, что, по его оценке, инициатива в войне больше не находится в руках Владимира Путина. Он вторгся в Украину, нарастил свою армию и вооружение. Многие тогда не верили, что у вас есть шанс. Но вот уже идет 5-й год войны. Что изменилось? Прежде всего, многое изменилось благодаря таким людям, как Линдси. Я очень хотел приехать сюда, чтобы поддержать его семью и поблагодарить весь американский народ. Почему? Из-за Линдси. Он с самого начала был одним из тех, кто поддерживал Украину, кто действительно верил, что Путин не сможет нас оккупировать. И у него это не получилось. Это правда. За время войны Линдси 10 раз приезжал в Украину. Он бывал в разных местах, в том числе очень опасных, совсем рядом с линией фронта. Мы были друзьями. Я очень благодарен ему за эту поддержку, за доверие и за то, что он верил в Украину.
С самого начала войны Путин заявлял, что сможет оккупировать нас за 2-3 дня. Но сегодня у нас уже создана мощная отрасль военных технологий. В стране работают около 500 компаний, разрабатывающих современные технологии, которые помогают нашим военным на фронте. Сейчас Путин теряет около 30 тысяч своих солдат каждый месяц. Это огромные потери. Как говорит президент Трамп, это очень большие потери. Но, несмотря на это, он не хочет прекращать войну. Поэтому сейчас инициатива уже не находится в руках Путина. И это главное, что изменилось. Федеральная служба безопасности России сообщила о возбуждении уголовного дела против основателя Telegram Павла Дурова. По данным ведомства, ему предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, а также объявлен международный розыск. В ФСБ утверждают, что администрация Telegram якобы не удаляет каналы, чаты и боты, которые, по версии российских властей, используются украинскими спецслужбами, а также террористическими и экстремистскими организациями для подготовки диверсий, терактов и других преступлений. В качестве одного из примеров ведомство приводит чат-бот знакомств «Дайвинчик», который, как заявляет ФСБ, использовался для вербовки молодых россиян. Павел Дуров постоянно проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Российские власти заявляют, что в случае экстрадиции ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сам Дуров и представители Telegram на момент публикации официально не комментировали выдвинутые обвинения. Сенат США утвердил Джея Клейтона на пост директора национальной разведки. Его кандидатуру, предложенную президентом Дональдом Трампом, поддержал 51 сенатор. Против высказались 47. Голосование прошло практически строго по партийной линии. Во время слушаний утверждение сопровождалось острой дискуссией. Сенатор-демократ Джон Ософ несколько раз попросил Клейтона прямо ответить, кто победил на президентских выборах 2020 года. Кандидат уклонился от ответа, заявив, что уже высказал свою позицию и не намерен участвовать, как он выразился, в политическом спектакле. Да, вы не отвечаете честно и откровенно. Кто победил на выборах 2020 года? Я считаю, что уже ответил на этот вопрос. Мы можем продолжать сколько угодно. Мы и будем продолжать, потому что вы не отвечаете честно и откровенно. Нет, я не собираюсь участвовать в этом спектакле. Это простой вопрос, господин Клейтон. Кто победил на президентских выборах 2020 года? Я уже ответил. Вы просите сенаторов поддержать вашу кандидатуру на пост руководителя американского разведывательного сообщества. Мы уже установили, что вы обязаны быть честным и откровенным перед этим комитетом и американским народом. Но вы отказываетесь ответить на простой вопрос о факте, касающемся выборов 2020 года. Это так? Нет, это не так. Тогда ответьте. Кто победил на выборах 2020 года? Я уже ответил. Ответьте. Каков ваш ответ? Я уже дал вам свой ответ. Каков ваш ответ? Вы отказываетесь ответить на элементарный вопрос о том, кто победил на президентских выборах, Но при этом претендуете на руководство американским разведывательным сообществом. Не унизительно ли для вас не иметь возможности ответить на этот вопрос и быть вынужденным потакать заблуждениям президента? Мы знаем, вы знаете, все в этом зале знают правдивый ответ на этот вопрос. Почему вы не можете его дать? На новом посту Клейтон будет координировать работу 18 американских разведывательных ведомств. Ранее он возглавлял комиссию по ценным бумагам и биржам США и работал федеральным прокурором в Нью-Йорке. При этом, как отмечают американские СМИ, опыта работы непосредственно в разведывательном сообществе у него нет. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш провел в Никосии переговоры с лидерами греческой и турецкой общин Кипра. Встречи стали частью новой попытки возобновить мирный процесс, который остается в тупике с 2017 года. По итогам переговоров Гутерриш заявил, что обе стороны подтвердили готовность продолжать работу при посредничестве ООН. Он сообщил о планах созвать новый формат переговоров 5+1. В нем примут участие представители двух кипрских общин, а также стран-гарантов независимости острова, Греции, Турции и Великобритании. Господин Эрхюрман и господин Христодулидис заверили меня в своей решимости продолжать добросовестную работу с моим личным посланником. По итогам наших обсуждений дальнейших шагов я принял решение созвать новую встречу в формате 5+1 после необходимой подготовки по мерам укрепления доверия, методологии и содержанию переговоров с учетом уже достигнутых договоренностей. Мы будем работать в консультации с обеими сторонами и странами-гарантами, чтобы создать условия для успешного проведения этой встречи. Я убежден, что урегулирование кипрского вопроса имеет исключительно важное значение
не только для защиты интересов и сохранения мира для народа Кипра, но и как фактор стабильности в регионе, который становится все более опасно нестабильным. Я искренне считаю, что успешное решение кипрской проблемы окажет важное стабилизирующее влияние на весь регион. В то же время, если проблема Кипра останется нерешенной, остров станет гораздо более уязвимым к тем рискам, свидетелями которых мы сейчас являемся в регионе, охваченном конфликтами. Тайваньская компания Thunder Tiger впервые публично продемонстрировала совместную работу морских беспилотных аппаратов Sea Shark, оснащенных системой автономного управления на базе искусственного интеллекта американской компании Shield AI. Испытания прошли в уезде Пиндун на юге острова. 2 безэкипажных надводных аппарата разных классов действовали как единая группа, выполнив задачу по вытеснению судна-мишени. Я думаю, что наша задача здесь — помочь укрепить и расширить оборонные возможности, объединяя и интегрируя программное обеспечение с этими аппаратными платформами. Мы видим высокую отдачу от инвестиций, потому что это предоставляет лицам, принимающим решения, больше вариантов действий в нужный момент. Мы считаем, что программно определяемые возможности являются важнейшим элементом оборонной политики будущего. Разработчики заявляют, что использование программного обеспечения с элементами искусственного интеллекта позволяет расширить возможности операторов и ускорить принятие решений при выполнении задач. По словам руководства компании, в перспективе подобные технологии будут применяться в совместных операциях на суше, на море и в воздухе. Тайвань со всех сторон окружен морем, а это означает, что территория, которую необходимо контролировать, чрезвычайно велика. Именно поэтому стратегия применения роя беспилотников в сочетании с автономными системами на базе искусственного интеллекта настолько важна. Как мы увидели сегодня, эти системы являются многоплатформенными и многофункциональными. В будущем операции будут охватывать сушу, море и воздушное пространство. Для этого необходима система искусственного интеллекта, которая сможет всем управлять. На самом деле речь идет не только о создании самих беспилотных платформ. Нам также нужны сопутствующие технологии ИИ, которые будут работать вместе с ними, чтобы операторы могли быстро освоить систему и эффективно реагировать. Демонстрация стала первой после подписания в мае меморандума о сотрудничестве между Thunder Tiger и американской Shield AI. Отношения между США и Китаем вновь обострились на фоне новых торговых ограничений. Пекин раскритиковал решение Вашингтона запретить импорт ряда китайских роботов и силовых инверторов. Китай последовательно и решительно выступает против практики США, которые расширяют понятие национальной безопасности для подавления китайских предприятий. Такие протекционистские меры не повысят конкурентоспособность Америки, а лишь нанесут ущерб интересам американского бизнеса и потребителей. Китай продолжит принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний. Новые ограничения администрация Дональда Трампа объявила 28 июля. Под запрет попал импорт китайских промышленных роботов, а также силовых инверторов. Устройств, которые используются в энергетике, солнечной генерации, системах хранения энергии и промышленном оборудовании. В Вашингтоне заявили, что эти меры направлены на защиту национальной безопасности, развитие американской индустрии искусственного интеллекта и перенос производства стратегически важных технологий на территорию США. Восстановление нефтеперерабатывающих заводов Венесуэлы может обойтись в десятки миллиардов долларов. К такому выводу пришли эксперты, которых опросило агентство Reuters. Журналисты побывали на 3 крупнейших НПЗ страны еще до недавних землетрясений. Рабочие, инженеры и местные жители рассказали, что предприятия годами почти не ремонтировали. Оборудование выходило из строя, часть инфраструктуры была разграблена, а некоторые системы не работают уже много лет. По оценкам специалистов, только на восстановление нефтепереработки потребуется от 20 до 50 миллиардов долларов. При этом, после разрушительных землетрясений власти, скорее всего, будут направлять деньги прежде всего на восстановление страны и увеличение добычи нефти. Несмотря на смену власти и интерес со стороны иностранных нефтяных компаний, вкладываться именно в венесуэльские НПЗ инвесторы не спешат. По словам аналитиков, им проще перерабатывать тяжелую венесуэльскую нефть на современных заводах в США, чем восстанавливать устаревшие предприятия. При этом добыча нефти в Венесуэле постепенно растет. С начала года она увеличилась примерно до 1 миллиона 200 тысяч баррелей в сутки. Но с переработкой ситуация остается сложной. Государственные заводы работают с убытком, потому что бензин внутри страны продается по очень низким ценам. Эксперты считают, что без крупных инвестиций и изменения ценовой политики вернуть нефтеперерабатывающую отрасль к полноценной работе в ближайшие годы будет практически невозможно.
Спасатели продолжают разбирать завалы после мощного землетрясения магнитудой 7,1, которое произошло в японской префектуре Кумамото. По данным властей, погибли не менее 13 человек. Продолжаются поиски тех, кто может оставаться под обломками. Одним из самых тяжелых последствий стала трагедия в торговом центре Айон Молл в городе Касима. Посетителей и персонал эвакуировали сразу после первых подземных толчков. Однако примерно через час в здании произошел мощный взрыв, который частично разрушил комплекс. По предварительным данным рассматривается версия утечки бытового газа, но окончательная причина пока не установлена. Опубликованные Национальным полицейским агентством кадры с нагрудных камер показывают разрушенные перекрытия, обрушившиеся потолки, оголенные металлические конструкции и завалы внутри здания. Из-под обломков удалось извлечь 8 человек, 3 из них погибли. Несколько сотрудников торгового центра по-прежнему числятся пропавшими. Землетрясение также нанесло ущерб историческим и религиозным памятникам региона. Частично обрушились каменные стены знаменитого замка Кумамото. Очевидцы сняли этот момент на видео. Повреждены храмы, ворота и колокольни. Многие деревянные сооружения, по оценке специалистов, восстановлению уже не подлежат. Очевидцы публикуют кадры первых секунд землетрясения. В магазинах люди укрываются на полу, с полок падают товары. На дорогах заметно раскачиваются автомобили, линии электропередачи и деревья. Подземные толчки привели к перебоям с электроснабжением, повреждению дорог и эвакуации около 260 тысяч жителей. Японские власти предупреждают, что в течение ближайшей недели сохраняется высокая вероятность сильных повторных толчков и оползней. Выжженные леса, сгоревшие автомобили и поврежденные здания. Такие последствия лесного пожара в испанской Ла-Виlavелья снял дрон. В провинции Кастильон огонь уничтожил уже более 8,5 тысяч гектаров. Из-за новой волны жары риск распространения пожаров снова вырос не только в Испании, но и во Франции. Евросоюз направляет в пострадавшие районы пожарные самолеты, вертолеты, спасателей и специалистов по координации работ. Часть расходов на ликвидацию последствий финансируется из европейского бюджета. В Брюсселе отмечают, что совместные закупки позволяют странам ЕС использовать дорогостоящую пожарную авиацию там, где она нужнее всего. По оценке Еврокомиссии, около 90% лесных пожаров возникают по вине человека, а экстремальная жара способствует их быстрому распространению. Важно понимать, когда приходит бедствие, Европа действует вместе. Спасатели работают на земле, самолеты в воздухе, соседи помогают соседям. Это и есть европейская солидарность в действии. Восстановление — это не просто вернуть то, что было утрачено. Мы должны восстанавливать умнее и делать наши сообщества более устойчивыми к будущим катастрофам. На Гавайях вновь активизировался вулкан Килауэа, один из самых активных в мире. Из кратера начал бить лавовый фонтан, а по склонам потекли потоки раскаленной магмы. Геологическая служба США повысила уровень вулканической опасности до оранжевого, что означает усиление активности и повышенную вероятность нового извержения. По прогнозам специалистов, очередной этап фонтанирования лавы может начаться в период с 28 по 30 июля. По данным Геологической службы США, Килауэа извергается с перерывами с декабря 2024 года и остается одним из самых вулканически активных объектов на планете. Пока сообщений об угрозе для населенных пунктов не поступало. В Люблянском зоопарке посетителям впервые показали 3 детенышей амурского тигра. Тигрицы родились в конце весны и теперь начинают осваивать открытый вольер под присмотром матери. По словам сотрудников зоопарка, появление потомства здесь ждали давно. Для этого подбирали молодую пару тигров и создавали условия, способствующие успешному размножению. Недавно тигрята прошли первую вакцинацию и ветеринарный осмотр. Специалисты сообщили, что все 3 детеныша – самки, они здоровы и хорошо развиваются. Имена тигрицам пока не выбрали. В зоопарке рассказали, что обычно называют животных в честь географических объектов или природных особенностей, связанных с местами их обитания. Как и в дикой природе, ближайшие 2 года тигрята проведут рядом с матерью, перенимая навыки, необходимые для самостоятельной жизни.